Слишком пафосно! Что? Слишком пафосное вступление для 30-минутного ролика. Да, но как-то не вяжется с содержанием. Да вы же еще даже не начали смотреть! Уже начали. Да, прямо сейчас смотрим. Ах, а так все хорошо начиналось. Ладно, проехали. Всем привет, с вами Вокша. И это обзор... Ну вот, что вы наделали, блядь? У меня теперь настрой сбился. Вы все испортили, а ну пошли нахер отсюда. Пиздец, дожили, кто в обзоре хозяин? Хозяйка. Так, на чем я остановилась? Квесты. Да, здесь мы на этом канале любим квесты и... Так, сука. Ладно, почему никто не говорит про Джо Ричардсона? Рунет, я у тебя спрашиваю. Почему никто не знает, кто это такой? Что за несправедливость? Между прочим, это мега-базированный, гиперталантливый чувак, который делает уникальные вещи, про которые я нигде не вижу упоминаний. Эй, вы, говнюки, а ну-ка вернитесь! Вот вы знаете, кто такой Джо Ричардсон? Лорд? Священник? Нет, это геймдизайнер. Ого, у нас в графстве и такое есть, а я думал, их у нас запретили. Я за него не голосовала. Вот видите? Даже эти абсолютно рандомные НПС не знают, кто такой Джо Ричардсон. Ну, раз так, то я сейчас как возьму и как исправлю эту несправедливую несправедливость в этом ролике, и как расскажу вам о нем, и даже не на час хронометража. Жесть! Придерживайте волосы на голове, чтобы не выпали от охуения, и смотрите, чтобы не выросли новые там, где не положено, так как процессы развития от визуальной составляющей этого ролика, боюсь, неостановимы. Чё вы ржете? Ты понимаешь, что ты ноунейм еще больше, чем он. После твоего ролика его известность сдвинется с нуля до минуса. А могла бы ролик по зову Ктулху уже сделать. Точно, или лесополосу, она уже который год обещает. Господа, любите ли вы английский юмор? А красивую и умную живопись? А компледукторные игрушки в жанре, который каждый год все стремится умереть, но не умирает? А снобистски казаться лучше окружающих за счет ваших единственно правильных базированных предпочтений в досуге? Тогда то, что отображается сейчас на экранах, это для вас. И сделал этот коктейль из визуального оргазма 39-летний английский разработчик Джо Ричардсон, создавший 4 вот таких вот игры в соло. Ну, справедливости ради, ему, конечно, помогали какие-то ноунеймы типа Иеронима Босха, Ян Ван Эйка и Франциска Гойда. Но мне кажется, Джо Ричардсон выдумал всех этих людей, чтобы сделать титры к своим играм, ну, посолиднее. Надо же их было чем-то заполнить. И он-то молодец, придумал, как решить проблему заполнения пустоты. А я вот не знаю, как сделать то же самое. Потому что я, ну, очень хочу вам про него рассказать, но во всем интернете про него, ну, очень нет информации. Вообще. Ну ничего, раз виноградного гундоса задианонили, значит и я справлюсь. А зачем делать ролик про того, про кого тебе нечего рассказать? А зачем говорить, если у тебя нет голосовых связок? Ладно, на этот раз твоя взяла. Так вот затем, уже один этот факт, что данные point-and-клики были сделаны всего 2 руками, записывает меня в его симпующего поклонника на всю оставшуюся жизнь, так как я преклоняюсь перед гейм-девелоперами швейцарскими ножами, такими, например, как Рэм Михальский, Стив Габри, Дэви Риден и так далее. А Джо Ричардсон еще и при этом умудрился совершить невозможное. Он превратил хождение по музею эпохи Ренессанса под классическую музыку в интересный процесс. Сделайте мне скидку, я быдло. Из-под руки Джо Ричардсона вышла целая трилогия в данном стиле.
Four Last Things, The Procession to Calvary, и вот в 2024 году вышло завершение Death of the Reprobate. Сразу обозначу для таких же, как и я, average кириллица энджойеров. Русификатора, к сожалению, на эти игры пока не существует. Ну, потому что никто не знает, кто такой нахуй этот ваш Джо Ричардсон. Вот если бы про него в ру-сегменте начали больше говорить, то там, глядишь, и какие-нибудь сердобольные люди подогнали бы нам русификаторы. А ты обзор сделай, это поможет. Вы так думаете? Нет. Вы бессердечные суки! У вас нет души! Конечно, ведь мы скелеты! Эх, так вот, русификатора не существует, но английский в этих играх такой простой и доступный, что даже я, человек с 2,5 классами эльфийского образования, прошла все игры Ричардсона и даже поняла, что в них говорилось. Вау! Хотя, в общем-то, сейчас такие вопросы очень легко решаются с помощью телефонного переводчика, но лучше бы, конечно, английский уже выучить, да. Какое место для рекламной интеграции пропадает, а? Все 3 части объединены общей сюжетной линией, хотя представляют из себя 3 разных истории. В первой части нам вверяют в руки мужика по имени Джон, который хочет искупить в церкви свои грехи. Все 7. Джон умел жить эту жизнь. Но есть маленькая неувязочка. Джон насорил грехами, находясь в другом церковном приходе. А здесь могут отпустить грехи, только совершенные в местном приходе. Поэтому герою необходимо повторить все безобразия снова, чтобы в этом приходе ему отпустили уже и новые, и старые грехи. Звучит очень по-бюрократически. Вы спросите, но почему в названии говорится о 4 последних вещах, когда грехов штук 7? А это отсылает нас к католической традиции. 4 последние вещи с латинского Quatuor novissima. это 4 эсхатологические темы, которые часто изображаются в религиозном искусстве и литературе. Смерть, страшный суд, рай и ад. И вы не поверите! Поверим. Да блять, и вы не поверите, но все эти 4 вещи в игре присутствуют. Буквально. Во второй части мы играем уже за протагонистессу. Протагонистку. Спасибо. Мы играем за героиню, которая очень любит убивать. К сожалению, война заканчивается, и убивать ей больше не разрешается, так как наступает мирная эпоха добра и розовых пони. Это был худший день в ее жизни. До тех пор, пока она не обратилась к новому королю, бессмертному Джону, который перекочевал сюда из предыдущей части. Но как так вышло? Интересно? А вот поиграйте, и тогда узнаете. Ну или мой стрим зацените в конце концов. Но лучше, конечно же, поиграйте сами, купив лицензионную версию на лицензионной платформе, потому что Господь все видит. Он видит. Я вижу. Бессмертный Джон не разрешает больше убийств, так как он человый парень, и их страна вообще-то была на светлой стороне в этой войне. Однако он проговаривается, что несмотря на их победу, лидер противоположных сил все еще жив, что наполняет героиню надеждой. Ведь если она его найдет, ей можно будет легально отрубить ему башку. Так она отправляется в путь искать свою последнюю возможность поубийничать. Спросите, при чем тут Голгофа и почему она есть в названии? А вот почему. Название может символизировать путь страданий и испытаний, через которые проходит персонаж. А может быть, отсылает к библейской истории о пути Иисуса Христа к месту его распятия. Ну, по крайней мере, в этой игре есть и то, и другое. А еще в этой игре можно всех убить. Ну, не охуенно ли? Утречка! Нёрды! Кто из вас готов быть приговоренным к жестокой и мучительной смерти? Пожалуйста, я.
А вот последняя часть повествует нам о сыне бессмертного Джона, который является тираном, самодуром, грифером в Майнкрафте, а еще страстным любителем изъебистых пыток. Но, увы, бессмертный Джон при смерти. Господи, как охуенно. И будучи когда-то мудрым правителем, он ставит перед сыном условия. Чтобы доказать, что ты достоин наследства и что в твоем сердце есть место добру, ты должен совершить 7 добрых дел до конца дня. Чувствуете, чувствуете? В первой части было 7 грехов, а здесь 7 хихов. Как глубоко! Это же что? Это искусство! А уж название тут какое глубокое! Death of the Reprobate. В контексте религиозной и литературной традиции слово reprobate, нечестивец или грешник, часто используется для описания человека, который отвергает моральные и религиозные нормы и ведет греховный образ жизни. И таким образом название игры отсылает к теме смерти и судьбы такого человека. Ты чё, охуела использовать нейросети для написания обзора? Люди! Она притворяется! Она не такая умная! Отписывайтесь! Как вы это разглядели? Вы же скелеты! У вас даже глаз нет! Такой отчетливый пиздеж слышу даже я. И вы даже не представляете, насколько сухо и кощунственно я вам сейчас пересказала синопсис этой трилогии на фоне того, каким угарным языком это излагается в самих играх. Причем как текстом, так и визуально. Вот помните анимированные вставки из Монти Пайтона, который про Грааль? Так вот тут все такое. Вообще, я недаром вспомнила Монти Пайтонов. Между прочим, эти ребята тоже из англичане. И я, может быть, шизофреник, но я отчетливо вижу их след в творчестве Ричардсона. Вот такой же абсурдный, черный и особенный юмор с ебанцой здесь во всем. А я это обожаю. Всем привет, это я из будущего. Записываю этот кусок на последних этапах монтажа. В одном из интервью Джо Ричардсон прямо указывает на то, что вдохновлялся юмором Монти Пайтона. Так что я не шизофреник, ура! Причем такой стиль пошутеек, прям как родной, идеально ложится на средневековые изображения. Более того, разработчик часто даже ничего нового не выдумывает, а просто обыгрывает контекст той или иной картины, используя имеющиеся элементы в каком-нибудь непредсказуемом ключе, что само по себе уже гиперржачно. Из-за этого становится действительно интересно узнать, что же там такое на оригинале происходит, что там имелось в виду. Не могло же там быть все настолько абсурдно? Могло. К тому же, в одном из интервью Ричардсон утверждает, что зачастую сперва коллажирует локации, а только потом придумывает, как они связаны между собой и какой тут сюжет. Нет смысла писать ту часть, где медведь попадает в ловушку водяного колеса. Если я не могу найти картину с изображением медведя или водяного колеса. Но еще чаще Ричардсон придумывает новые контексты, анимации, ситуации и обыгрыш этих ситуаций, и делает это так классно и уникально, что... я рада, что он не обзорщик всяких обскурных игр, потому что тогда бы он делал такие зрелищные остроумные ролики, что я просто не смогла бы с ним конкурировать. А я и так на протяжении всего хронометража пытаюсь подделать его стиль изо всех имеющихся у меня сил. Так, Вокша, сейчас мне лень писать этот абзац, но не забудь добавить в сценарий что-нибудь про разные пути прохождения, вариативность концовок, взаимодействие с четвертой стеной и клевое взаимодействие и клевые интеракции с интерфейсом. Ладно. В ходе мыслительных процессов я пришла к умственному заключению, что Джо Ричардсон, знаете, немножко читер, так как использовал в своей игре лучшее наследие человечества в сфере музыки и изобразительного искусства, взяв мировые шедевры как основу для своих хихонек и хахонек, из-за чего к саундтреку и визуалу игры
Практически невозможно придраться. А что, если убрать все эти эстетики? Будут ли игры Джо Ричардсона такими же интересными? Будет ли также хорошо работать его стиль юмора? Очень хороший вопрос. Я говорю, очень хороший вопрос. Эх, когда не надо, вас не заткнуть, а когда надо, вы как мертвые молчите. Ну вы чего? Ну вот сейчас вы могли бы вспомнить, что я в начале ролика говорила, что у Ричардсона есть 4 игры. А я рассказала только про 3. Значит... Мы скелеты. У нас нет мозгов. Да, ты вышибла нам их молнией. Ой, какие вы молодцы, что заметили! Действительно, у Ричардсона есть еще одна игра, и она была его первым опытом в этой сфере творчества. The Preposterous Awesomeness of Everything. И эта вещь выглядит радикально иначе, чем то, что мы видели с вами до этого. Я бы сказала так. И идейно, и визуально она выглядит как температурный сон. Но именно в том, как она выглядит, и кроется удивительная разгадка существования последующих частей. Если мы с вами послушаем редкую аудиозапись звуков из Марианской впадины, то мы узнаем, что Джо Ричардсон, даром что умеет рисовать, очень любил коллажи и делал их очень много, чаще всего для своих друзей и в стол. И вот он в качестве дипломной работы в художке представил свой 2-летний труд, в котором совместил как раз и рисование, и коллажирование. Как я поняла, артстайл не оценила ни приемная комиссия, ни аудитория. Когда я начал делать игры, я сделал игру в художественной школе, и моя первая игра была моим дипломным проектом. Это были коллажи, сделанные из фотографий. Преподаватели часто спрашивали, для кого это. Я отвечал, это проект для художественной школы. Для вас, ты же преподаватель. Это было что-то вроде наполовину реалистичного, наполовину мультяшного стиля, который людям не очень нравился. Получилось не очень хорошо, но мне нравилось, и это отлично подходило для той игры. Это была слегка саркастическая игра о гротескной жизни, поэтому гротескные изображения отлично подходили. Тогда Джо решил, что раз люди не поняли его искусство, и этот небрежный визуальный стиль вызывает у них отторжение, значит он будет плясать от обратного и выберет материалом для своих коллажей что-то нарочито красивое и признанное обществом. И вот на этот раз все сработало, как и ожидалось. Люди в восторге. И даже какой-то коллаж из российской провинции слюнявый ролик прямо сейчас на тему его игр пилит. По-моему, звучит как успех. Пока я работал над этим, я решил, что если бы я использовал ту же технику, но с более привлекательными материалами, то получилось бы что-то яркое и очень красивое. Ну да, люди определенно реагируют на работы эпохи Возрождения намного позитивнее, чем на мои собственные фотографии обнаженного тела, что неудивительно. Но вопреки всему, сам автор отдает предпочтение своей первой игре, как с точки зрения визуала, так и с точки зрения смыслового наполнения. Он считает ее своей лучшей работой. Так что работы эпохи Возрождения, безусловно, более популярны, и они более привлекательны, я не могу этого отрицать. Но это не значит, что они лучше с художественной точки зрения, не так ли? Мне очень понравилась та первая игра. Я до сих пор считаю, что это лучшая работа. И я думаю, что людям, которым нравится эта игра, она нравится по-настоящему, она более странная, личная и интересная для меня. И знаете, я могу понять почему. Эта игра — это его вещь. Она принадлежит только ему. Она сделана буквально из него самого. И этим она неповторима и уникальна. Потребуется время, чтобы адаптироваться к этому обскурному стилю, будто взятому со странички Smart School Boy. Но так же, как и к Bad Day on the Midway, к данной вещице привыкаешь. И тогда становится очевидным, насколько артстайл хорошо сюда подходит.
Как наилучшее выразительное средство, он подчеркивает гротескный сюжет об утрированных вещах. Благодаря ему поддерживается несерьезное, припизнутое настроенице на протяжении всей игры, которую потом не так уж легко и забыть. А о чем она, собственно? Однажды первобытные люди нашли обломки космической ракеты и инструкцию, как эту ракету собирать. Казалось бы, пацаны, давайте ее соберем. Но вот тут-то и завелась неумолимая машина прогресса, которая запустила сложные процессы вокруг, казалось бы, простой задачи. Потрясающая охуенность всего является одной большой сатирой на, прости господи, общество и воюет во все стороны политических координат одновременно, что я однозначно одобряю. И благодаря этому я могу сказать, что Припастеруса весоменисов евресинг. не менее философская вещь, нежели другие сабжи Ричардсона, и даже во многом превосходит их по уровню своей наполненности смыслом. Но вот дальше начинается, на мой взгляд, беда, потому что весь юмор, который здесь тоже абсолютно замечательный, рушит просаженный флоу и темпоритм. А просаживаются они из-за: первое, полного отсутствия музыки. Либо из-за музыки, которую невозможно слушать долго, так как она паяльной лампой выжигает вам мозг из вашего черепа. Но самое убойное это то, что меня пытаются заставить обосраться, видимо, каким-то коричневым звуком на заднем плане. Послушайте эту музыку. Это просто какой-то кошмар. И она повторяется и повторяется. Блять, и картинки, самое главное, не хотят качаться. Это просто ад на земле. И второе, тонны текста на экране. Причем постоянно. На какой предмет или персонажа не ткни, получи немую паузу и простыню текста. Даже самые мелкие вещи здесь достойны толстовского абзаца. Это постмодерн какой-то? Так надо, да? Это же так задумано, в этом есть смысл, да? Подозреваю, что это действительно может быть нарочитый элемент стёба, ровно так же, как и 30 кнопок вариации интеракции со всем, блять, на свете внизу. И я знаю, что в аду для таких выдумщиков стоит отдельный котел с кипячеными хуями. Не надо так делать никогда. Либо же этот чел был просто неопытен и делал как умел. А для меня эти объемы текста критичны, потому что я, блядь, не знаю английский. Но так или иначе, эти описания все так же харизматичные и бьют не в бровь, а в сас. Черт тебя дери, да, жизнь реально так и работает. Без иронии, Джо Ричардсон попал в десяточку. Я иногда выхожу на улицу, знаете ли, особенно когда голова чистая, например. И знаете, здесь все прям как у нас. Правда жизни, жавда прызни. Усложняя простые вещи и упрощая сложные, игра внезапно выдает такую базу, какую от нее ты точно не ожидаешь. И чтобы ее получить, нужно просто насильно привыкнуть к картинке и дальше уже непредвзято наслаждаться на самом деле очень интересной игрой. Вы же знаете, маленькие пизданутые игры — это my guilty pleasure. Итак, я прихожу к выводу, что да, визуальные и аудиальные косметики без сомнения важны. Они играют колоссальную роль в восприятии. Но убери их, и игры Ричардсона, даже как прототипы на кубах, не перестанут быть интересными и ценными за счет вложенных в них мысленных мыслей и острого остроумия. Я очень жду новых игр Ричардсона, и мне интересно, какой визуальный стиль он выберет следующим.
так как, очевидно, средневековую шарманку он крутить дальше категорически не собирается. С одной стороны жаль, а с другой стороны приятно видеть понимание, когда вовремя остановиться. Я рада, что он в итоге пришел именно к такой технической форме исполнения. Хотя бы потому, что всегда гораздо лучше показать большой текст через подачу мелко нарезанных реплик, чем пытаться их огромным блоком засунуть в бедного нерастянутого игрока. И хоть сам Ричардсон отдает предпочтение первой форме, имхо иногда лучше проверенная классика. На мой взгляд, тем более она у него получается отлично, и с каждой игрой его скилл растет все больше и больше. Квестовая составляющая его игр достаточно занимательна, чтобы думать над загадками, но не слишком замудренная, чтобы отвлекаться от мировых шедевров и проходить игру неделями. Вы осилите любой его квест за вечер, потому что там практически негде застрять, и Джо Ричардсон прекрасно понимает, когда нужно остановиться. И я это очень ценю. На самом деле огромное количество игр просто не понимает, когда нужно закончиться, и они превращаются в тягомотину уже на 6-м часу игры. Я ненавижу долгие игры. У меня не так много времени, чтобы играть в игры. Да, я просто не могу. Как только я начинаю играть, я понимаю, что мне не хватает терпения на игры, которые длятся больше 4-5 часов. Я поиграл 1,5 часа, и это были буквально 20 минут кат-сцен. Это было похоже на просмотр фильма. Это был длинный, довольно медленный фильм, который будет идти еще 70 или 80 часов. Мне нравятся игры, в которые я могу поиграть за один присест 1,5-2 часа. Идеально. Если вы уже написали в комментариях о том, какая я соевая лолка и какие глупые вопросы в этом ролике поднимаю, то вы попались на мой хитро задуманный байт, ахахахаха. Конечно, я понимаю, почему практически не вижу упоминаний этих игр в медиа. Потому что игр, в принципе, стало очень много. И с каждым годом их количество все растет. В результате чего довольно тяжело так сходу высмотреть в этом нескончаемом потоке годноту. Так уж получилось, что обычно у нас на слуху либо перехайпленное говно, либо действительно что-то необычное и выдающееся. И так уж получилось, что адвенчуры Ждо Ричардуса не относятся ни к тем, ни к другим. Но вот для этого и нужны блогера в интернетах, которым настолько себя не жаль, что они мало того, что готовы перерыть эту помойку, так еще и найти, вытащить на всеобщее обозрение, отряхнуть от пыли и рассказать про затерявшиеся таланты. Ни в коем случае не ради собственной выгоды и просмотров. Нет, 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 боже упаси, фу, нахуй, фу, нет, нет. Мы это делаем только из чистого альтруизма. Вот так вот великолепные шедевры искусства и сны под трипом от злоупотребления мускатными орехами блестяще сочетаются с мастерскими шутками и комедийной режиссурой. Остается только радоваться, что жанр point-and-click adventure обзавелся новым талантливым именем, любящим свое дело. Это значит, что квесты еще живы и имеют своего игрока. Игры в стиле point-and-click — это очень ностальгическая вещь для многих людей. И я думаю, что без элемента ностальгии никто бы не стал играть в мою игру. Я бы хотел сделать что-то более интересное. Что-то вроде настоящей игры. Приключенческая игра с поиском предметов. Я имею в виду, кто сейчас играет в это дерьмо. Я не играю, я вообще не играю в такие игры. Это скучно. Вот. Ну что, теперь понятно, кто такой Джо Ричардсон? Да, вполне. Да, было так интересно, что мы решили позвать послушать местного инквизитора. Он, кстати, все это время был с нами. Вы все страшные грешники и содомиты. Вместо того, чтобы преисполняться культурным наследием, вы над ним глумитесь. Вы исказили все смыслы и теперь пропагандируете в массы разгульный праздный образ жизни. В конце концов, вы опорочили искусство шутками про пердеж и гениталии. Вы богохульники, и все сгорите в гиене огненной. Вы, кстати, тоже, как соучастники.
Да обрушится на вас кара Господня! А вы чего уставились? Из вас теперь все равно никто в рай не попадет. Отсосите! Воу, вы только гляньте на этих чуваков! Они так же круты, как и те, что были у Ричардсона в титрах. Если тоже хочешь быть таким же крутым, то подписывайся на нашу телегу. Манипуляторша! Подписывайся на нашу телегу и какие-то другие странные соцсети и мессенджеры, которые я в первый раз вижу, потому что, причины... Чё, вы ж не маленькие, сами все понимаете. А еще поднимите, пожалуйста, актив в комментах, потому что, причины, из-за которых сейчас охваты, вероятно, могут урезаться. И я превращусь в обугленного скелета еще сильнее, чем сейчас. Хотя, если вас это только посмешит, то можете ничего не поднимать. Пошло оно все нахуй. До новых встреч, дорогие друзья.